Маленькая девочка с нетерпением ждала своего первого полета на самолете, но когда в самолет попала молния, она оказывается единственной, кто может всех спасти. Когда Кит и ее пятилетняя дочь Джейн прибыли в аэропорт, чтобы отправиться в свою первую поездку в Орландо, в аэропорту было как никогда многолюдно. Это была их первая поездка в Диснейленд. «Я так счастлива, мамочка! Я правда хочу познакомиться с Микки», — сказала маленькая девочка, а ее глаза сияли от волнения. «Я тоже, любимая. Эта поездка обещает быть особенной, и нам будет очень весело вместе», — сказала мама. Наконец, подошло время их вылета, и мама с дочкой, схватив чемоданы, направились к очереди на посадку в самолет. Их встретила очень дружелюбная стюардесса, которая помогла им занять свои места. Джейн все время смотрела в иллюминатор самолета, ожидая, когда он взлетит. Пилот объявил о погодных условиях, времени полета и передал соответствующую информацию по технике безопасности, в то время как стюардессы давали инструкции. Самолет начал медленно набирать высоту, и Джейн с трудом сдерживала волнение. Она лихорадочно смотрела в иллюминатор, следя за каждым движением самолета. Ей было очень любопытно, и она задавала матери всевозможные вопросы о самолете, а мама все объясняла. А потом самолет начал набирать скорость и внезапно оказался высоко в небе. Кит и Джейн почувствовали прилив возбуждения, когда увидели, что дома и машины становятся все меньше и меньше. Мать и дочь держались за руки, разделяя это волшебное ощущение. Когда самолет набрал определенную высоту, зажегся свет, показывая, что пассажиры могут свободно передвигаться. Через некоторое время мимо прошла стюардесса, разносившая напитки и закуски. Кейт была очень взволнована. Это путешествие останется в памяти маленькой Джейн как особенный момент для них двоих. Когда мы приедем в Дисней, мы посетим все достопримечательности и познакомимся со всеми персонажами, которыми ты захочешь. Это будет очень весело, сказала Кейт. Это будет лучшая поездка в моей жизни, улыбаясь, ответила маленькая девочка. Но никто из пассажиров самолета и представить себе не мог, что всего за несколько часов их жизнь изменится навсегда. Перелет в Орландо должен был занять около 8 часов, и, казалось, все шло хорошо. Все пассажиры расположились на своих местах, наслаждаясь долгим путешествием. Однако после почти 4 часов полета внезапно начался шторм, и самолет попал в зону турбулентности. Из-за непогоды пилот не смог связаться с диспетчерской вышкой и был вынужден быстро принимать решения для обеспечения безопасности всех пассажиров. Турбулентность продолжалась, и все пассажиры начали бояться. «Мама, мне страшно», — сказала Джейн, сжимая руку матери. «Все в порядке. Это просто турбулентность. Это скоро пройдет. Не беспокойся об этом, хорошо», — сказала Кейт, пытаясь успокоить свою дочь, хотя и сама была напугана. Чтобы восстановить связь с диспетчерской вышкой, пилоту пришлось бы выйти из-под шторма, увеличив высоту полета самолета. Но никто не ожидал, что, пока они будут пытаться набрать высоту, в самолет ударит молния, и все системы управления будут выведены из строя. Свет погас, и на мгновение все стихло. Кислородные маски упали, и самолет начало сильно трясти. Пассажиры пришли в отчаяние и закричали от страха. Стюардессы боролись с шумом, пытаясь объяснить, как правильно пользоваться кислородными масками. «Мы сейчас умрем», — в ужасе кричали пассажиры. «Пожалуйста, сохраняйте спокойствие и оставайтесь на своих местах. Все должны быть внимательны. Пристегните ремни безопасности и наденьте кислородные маски», — сказала стюардесса. Вся эта суматоха только еще больше напугала Джейн. «Все будет хорошо, дорогая. Давай просто сделаем то, что сказала девушка, хорошо?»
сказала Кейт, следуя инструкциям. Следующие несколько минут были наполнены ужасом и отчаянием. Пилот и его экипаж изо всех сил пытались избежать крушения, пытаясь восстановить системы самолета, чтобы вызвать диспетчерскую вышку с просьбой о помощи. «Дамы и господа, это ваш пилот. Я пришел сообщить вам, что в нас ударила молния, и у нас возникли технические проблемы. На данный момент мы потеряли связь с диспетчерской, но работаем над устранением проблемы. Пожалуйста, оставайтесь на своих местах и выполняйте приказы экипажа», объявил пилот, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. Стюардессы переходили от кресла к креслу, проверяя, все ли пристегнуты ремнями безопасности и правильно ли надеты кислородные маски. Испуганные пассажиры произносили короткие молитвы или тихо плакали, ища утешения в такой трудный момент. «Самолет вот-вот разобьется, и мы погибнем», — закричала отчаявшаяся женщина. «Мы умрем», — раздался чей-то крик. Маленькая Джейн была в ужасе. Она крепко прижалась к матери, пытаясь понять, что происходит. Несмотря на критическую ситуацию, Кейт старалась сохранять спокойствие, чтобы успокоить свою дочь и защитить ее. И вдруг самолет начал стремительно терять высоту, а пассажиры начали кричать от отчаяния. Пилот объявил, что они делают все возможное, чтобы контролировать ситуацию, но всем следует готовиться к худшему. «Я люблю тебя, Джейн. Что бы ни случилось, мы будем вместе», — сказала мать, изо всех сил обнимая дочь. «Я тоже люблю тебя, мама», — всхлипывая, ответила маленькая девочка. Пилот пытался сохранить воздушное судно как можно более устойчивым, в то время как второй пилот пытался связаться с диспетчерской вышкой. Это рейс B-789 в Центр управления воздушным движением. Мы пролетели сквозь кучевое облако. Самолет поврежден. «Спасите! Спасите нас!» — продолжал второй пилот дрожащим голосом. Стюардессы приготовились и сели на свои места, тоже надев кислородные маски. Крики наполнили атмосферу в салоне еще большим отчаянием. Но даже в условиях хаоса экипаж сохранял свой профессионализм, пытаясь успокоить пассажиров. Кейт прижимала Джейн к груди, молясь, чтобы они каким-то образом смогли выбраться из этой ситуации живыми. Отчаяние было ощутимым, и все думали, что этот момент станет концом. «У нас нет времени, нам нужно что-то предпринять», — воскликнул пилот, покрываясь холодным потом. И после стольких усилий пилотам удалось стабилизировать самолет. Они с облегчением переглянулись, но им все еще нужно было восстановить работоспособность всех систем самолета. Пассажиры были в отчаянии и в шоке. Они плакали, кричали, молились в надежде, что скоро все образуется. Пилот и его команда обсуждали, что им следует сделать, чтобы восстановить работу систем самолета. «Если мы ничего не предпримем, самолет упадет», — обеспокоенно сказал пилот. Пока они обсуждали возможные решения, на панели управления загорелся индикатор, указывающий на возможную проблему с кабелями, соединяющими электрическую систему. К счастью, второй пилот также был инженером и обладал техническими знаниями в области электрооборудования самолета. Если бы нам удалось подсоединить кабели в отсеке технического обслуживания, возможно, мы смогли бы восстановить управление самолетом, сказал он. Это было очень хорошее решение, но имелась только одна проблема. В отсек технического обслуживания можно было попасть только снаружи самолета. Однако второй пилот знал, что внутри самолета есть небольшое отверстие, и кто-то очень маленький мог попасть в отсек через него. Это непосильная работа для взрослых, но, может быть, маленький ребенок смог бы с ней справиться, не так ли? Спросил первый пилот. И второй ответил положительно. Затем стюардессы объяснили пассажирам ситуацию, сказав, что им нужен ребенок, чтобы получить доступ к техническому отсеку.
Только тогда они смогут восстановить управление самолетом и спасти всех. Недолго думая, Кейт подняла руку, указывая на свою дочь. Стюардесса подошла к Кейт и еще раз объяснила ситуацию так, чтобы Джейн могла понять. Нужно, чтобы ты правильно подключила кабели, чтобы самолет снова заработал. Это немного пугает, Джейн, но ты наша единственная надежда. У тебя хватит смелости попробовать? Спросила стюардесса. Джейн колебалась, но мать подбодрила ее. Джейн понимала, что ей предстоит сделать что-то очень важное, поэтому согласилась помочь. И вот стюардесса отвела мать и дочь к пилоту, и он показал ей, куда ей нужно будет войти, чтобы подсоединить кабели. Кабели нужно было подсоединять в определенной последовательности, а второй пилот объяснял бы Джейн все по рации. «Мы все болеем за тебя, Джейн», — сказала стюардесса, когда маленькая девочка готовилась войти в отсек. Кейт обняла свою дочь и подбодрила ее. Джейн, несмотря на свой юный возраст, знала, что не может совершить ошибку, потому что жизнь каждого человека была в ее маленьких руках. С решительным видом девочка вошла в узкий отсек, несмотря на страх перед всей ответственностью, которая лежала на ее плечах. Джейн начала пробираться через тесное пространство к незакрепленным кабелям. В отсеке было очень тесно и темно. Было трудно дышать, а Джейн могла видеть только благодаря маленькому фонарику, который дала ей стюардесса. Тем временем пассажиры молились и говорили слова благодарности маленькой девочке, зная, что их судьба в ее руках. Кейт с тревогой ждала свою дочь, молча молясь о том, чтобы у нее все получилось. Когда Джейн добралась до технического отсека, второй пилот заговорил с ней, помогая найти нужные кабели. Он говорил спокойно, мягким голосом, стараясь объяснить все как можно проще, чтобы маленькая Джейн не запуталась. «Джейн, ты видишь синий провод? Не могла бы ты подсоединить его к синему отверстию?» Терпеливо объяснял он. «Сделано», — испуганно ответила девочка. Дрожащими ручонками она вставила провод в нужное место. Отсек был полон кабелей всех цветов радуги. Малышка Джейн беспокоилась, что не сможет выполнить свою миссию. Она глубоко вдохнула и сосредоточилась исключительно на инструкциях второго пилота. Тем временем Кейт, пилот, стюардессы и все пассажиры напряженно ждали, когда второй пилот и Джейн завершат свою важную миссию. Время от времени Кейт подбадривала свою дочь, советуя ей успокоиться и глубоко дышать. Второй пилот продолжал инструктировать ее, говоря заботливым и понимающим тоном: «Вы отлично справляетесь, Джейн. А теперь, пожалуйста, не могли бы вы подсоединить красный кабель к красному отверстию?» «Да, сэр», — ответила Джейн, выполняя указания пилота. Тишину в салоне нарушал только голос второго пилота, который давал указания, и тихий голос Джейн, который отвечал соответственно. «Итак, видите желтый кабель? Вы можете вставить его в желтое отверстие?» — спросил второй пилот, восхищаясь смелостью маленькой девочки. Все были встревожены, но потихоньку Джейн удалось подсоединить все кабели в правильном порядке, а затем пришло время подсоединить последний провод, зеленый. Все взгляды были прикованы к кабине, и тишина стояла оглушающая. «Вы отлично справились, Джейн. Вы готовы к последнему? Просто вставьте зеленый кабель в зеленое отверстие, и все готово», — сказал второй пилот, и в его голосе звучала надежда, которую они все разделяли. Джейн с потными ручонками и колотящимся сердцем подсоединила последний провод. В этот самый момент в самолете снова зажглось освещение, и система управления снова заработала. Огромный вздох облегчения и радости пронесся по всему борту. Все приветствовали и аплодировали, когда маленькая девочка вышла из отсека. Кейт плакала от гордости и радости, помогая дочери выйти. «Моя драгоценная дочь, ты была великолепна»,
— сказала мать, обнимая свою маленькую героиню. «Ты сделала это, Джейн. Ты спасла нас всех», — сказала стюардесса со слезами на глазах. Джейн все еще была немного напугана, но она была счастлива, что ей удалось выполнить свою миссию и всех спасти. Пилот взволнованным голосом поблагодарил маленькую девочку. Джейн испытала огромное облегчение от того, что все закончилось. Когда самолет, наконец, приземлился, в аэропорту царила суматоха, поскольку все сотрудники уже знали о великом подвиге Джейн и о том, как она спасла всем жизни. Пассажиры и персонал аэропорта приветствовали Джейн, когда она выходила из самолета. В награду за ее храбрость авиакомпания подарила Джейн и ее матери бесплатные авиабилеты сроком на 1 год. Наконец-то мать и дочь смогли совершить путешествие своей мечты в Дисней, где у них остались незабываемые воспоминания, и они провели лучшее время в своей жизни. История о смелости Джейн стала известна во всем мире, послужив доказательством того, что даже самые маленькие из нас способны на великие поступки. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.